Привет, друзья и гости канала Алга Петербург! Сегодня вас ждет встреча с красивой девушкой из России, которая уже 12 лет проживает в Китае. Мы очень надеемся, что она станет нашим постоянным связным из Китая, и мы будем получать новости из первых уст. Так что, друзья, будьте погостеприимнее и не жалейте лайков и комментариев. Итак, впервые на нашем канале отвечает на вопросы Дарина Матвейчук из Китая. Здравствуйте, дорогие друзья, зрители канала Алга Петербург, ведущие Саша и Ваня, привет! Очень рада быть сегодня у вас в гостях, спасибо огромное за приглашение, и я с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Дарина, рады встрече с тобой. Расскажи нашим друзьям немного о себе и как ты оказалась в Китае. Первый раз я приехала в Китай в далеком 2007 году. Это была контрактная работа в Шанхае, концертное шанхайское агентство, где я работала в качестве певицы. После Шанхая у меня был контракт в Пекине, где я реально серьезно задумалась о том, что мне нужно выучить китайский язык, и вообще было бы неплохо получить образование в Китае. И в 2010-м звезды сошлись. Я выиграла грант на обучение в Харбинском педагогическом университете, это была магистратура, и правительственная стипендия, то есть я училась бесплатно. Вот, так пролетели 4 года в учебе, в творчестве, в работе. И после окончания еще несколько лет я прожила в Харбине, а потом у меня произошло изменение, и я переехала в город Чэнду, это провинция Сычуань. И последние 3 года я жила именно там. И именно мое творческое развитие, новые концертные площадки и работа на китайском телевидении произошла именно в этот период. Дарина, у нас есть популярный вопрос, который мы часто задаем нашим новым гостям. Как ты узнала впервые о Димаше? Впервые я услышала Димаша в 2017 году. Естественно, его популярность в Китае, она неразрывно связана с шоу Singer, потому что, именно, я считаю, именно с этого момента он стал очень популярным в Китае. И я прекрасно помню, что китайский интернет, китайские соцсети были просто взорваны репостами, просто с публикациями с его выступления на проекте. И мне кажется, только ленивый, наверное, не выразил свое восхищение, потому что это было реально потрясающе. И я сидела, у меня сердце остановилось, мне кажется, в те минуты, потому что это была магия. Это была, есть, остается, будет, потому что, Димаш, конечно, космический, и я поняла, что в Китае его ждет большое будущее, то есть с проектом Singer его популярность будет расти, и он будет очень востребованный как исполнитель, и ни в коем случае, то есть бывает так, что проект прошел, и о человеке забыли. Нет, конечно, нет. Я понимала, что впереди будут просто потрясающие выступления и огромные высоты. А ты помнишь, какие первые чувства и эмоции ты испытала, услышав голос Димаша, учитывая, что ты тоже профессиональная вокалистка? Какие чувства я испытала? Конечно, это восхищение, это огромный восторг, который сложно передать вообще словами на самом деле. И я могу сказать одно слово — это магия. И, наверное, очень неблагодарно заниматься тем, чтобы раскладывать магию на атомы, частицы, молекулы и какие-то вообще мельчайшие элементы, потому что тем самым мы ее только разрушаем. Вот я как попала в этот плен голоса, энергетики и все. И я до сих пор под ним и не хочу выходить. Дарина, мы знаем, что Димаш невероятно популярен в Китае лишь по обрывочным сведениям и информации, потому что Китай – это достаточно закрытая страна. Скажи, как ты ощущаешь популярность Димаша, живя в Китае? Реальная популярность Димаша в Китае. Я думаю, что здесь нужно говорить цифры и факты, и все встанет на свои места. Итак, Димаш, он получил огромное количество премий и наград, таких как самый популярный певец Азии, самый популярный зарубежный артист,
Ни одно значимое мероприятие Китая не проходит без его участия. Он единственный иностранный певец, который 3 года подряд поет на главном празднике страны, это китайский Новый год, песню «Молихуа», это «Жасмин». Дальше, его альбом после релиза уже через 37 секунд становится платиновым. Ребят, 37 секунд. Это сколько? Несколько вдохов и выдохов? А у человека уже платиновый альбом, да? Также его выступление в шоу «Маски» было на 11 месте в трендах Weibo. Вот понимаете, на самом деле это цифры, но они запредельные. Почему? Потому что он иностранец. Вот для китайского артиста, ну, это еще как-то более это более допустимые какие-то моменты, и они как-то легче укладываются в голове. Что касается иностранного артиста, ну, это реально космос. Вот других слов здесь вообще не подобрать. А тогда еще такой вопрос. Как часто его можно увидеть по китайскому телевидению? Ну, здесь тоже стоит определиться с таким моментом, что мы будем брать за критерий. Количество или качество? Вот если мы берем количество, возможно, я скажу нет. Ну, то есть нет такого, что ты включишь телевизор и с утра до вечера ты будешь смотреть на Димаша. Нет. Но если мы возьмем качество, вот я еще раз повторюсь, на самых классных, на самых крутых, на самых таких значимых мероприятиях он везде есть. Вот поэтому, я думаю, ответ на вопрос будет такой: качество побеждает количество. Дарина, ты и я знаем, что в свое время в Китае был некогда популярен российский артист Витас. Скажи, насколько вообще типична ситуация, когда в Китае иностранец становится суперзвездой? Это трудно? Пожалуй, да. 2 артиста — это Витас. Его популярность, конечно, его пик популярности был, уже, я думаю, лет 10 назад, даже, может быть, 15. Вот, конечно, время идет, времена меняются, и сейчас, если мы говорим об иностранном исполнителе, конечно, Димаш — это номер 1. Кстати, его имя на китайском — это Димаси. Да, однозначно. То есть, если мы возьмем из иностранных артистов, конечно, он номер 1, я думаю, так. Еще я хочу поделиться с вами таким моментом, когда на каком-то из этапов конкурса Singer он пел китайскую песню, называется она «Тян Лянла», очень такая душевная, она про родителей, и там очень такой трогательный текст. Вот, и вот перед этим конкурсным днем у него были проблемы с голосом. И это вот показывалось все по телевизору, и я очень сильно переживала, потому что я не представляю, как петь, и огромная сложность, и, я не знаю, и ему фониатор делал вливание в гортань в связке через шею, и я думаю, боже мой, пожалуйста, пусть как-то произойдет чудо, и он споет, потому что, не знаю, потому как он разговаривал, мне кажется, это было вообще невозможно выйти и, круто исполнить, но магия случилась. Да, и мне кажется, это вот для меня был такой самый вообще страшный день, когда я вот сидела, и я сама понимаю, вот как вокалистка, мне самой вот в эти минуты на физическом уровне мне становится плохо, потому что я представляю, что такое петь с больными связками. Но все было очень классно. Дарина, у нас получилась классная беседа. В начале передачи я сказал, что ты уже 12 лет проживаешь в Китае, выучила язык и даже обучаешь этому ремеслу. Ты можешь для наших друзей спеть, хотя бы небольшой фрагмент самой популярной песни в Китае? Дорогие друзья, для вас одну из самых важных, значимых песен для Китая. Это и есть Молихуа. Она как символ, вот как для русских людей подмосковные вечера, которые вот пронизывают нашу русскую душу, так вот для китайцев эта песня Молихуа.
别人家，茉莉花呀，茉莉花。Это было классно. Спасибо, что согласилась на эту беседу. Спасибо большое еще раз за приглашение. Мне было невероятно приятно сегодня присутствовать в вашей студии. Спасибо большое и до новых встреч. Также в завершении нашей беседы мы обычно просим гостей сделать короткое пожелание Димашу Кудайбергену. У тебя такое есть? Я от всей души хочу пожелать Димашу, надеюсь, он увидит это видео, крепкого здоровья, как бы это банально ни звучало, но голос и вообще наше душевное состояние, оно, конечно, очень зависит от нашего физического, поэтому непременно крепкого здоровья, невероятной энергии, нескончаемого вдохновения, потому что я прекрасно понимаю, когда ты делаешь невероятный уровень уже, и каждое последующее выступление, каждое последующее шоу, оно должно быть еще лучше. Так вот, чтобы было это еще лучше, внутри должен быть этот ресурс, поэтому я от всей души желаю, чтобы он сохранялся. Всем спасибо за внимание, надеюсь, вам с нами было интересно. Напишите также в комментариях, интересно ли бы вам было увидеть нашу большую традиционную беседу с Иваном Червинским, где бы мы еще более глубоко затронули тему Китая и китайского шоу-бизнеса. Если да, то пишите ваши вопросы в комментариях под этим видео. Мы выберем самые интересные и сделаем следующую беседу с Дариной по вашим вопросам. Алга Диарс, Алга Димаш. Если фильм вам понравился, поставьте лайк, подпишитесь на канал и включите уведомления, чтобы не пропустить важные новости о любимом артисте. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам! Команда Алга Петербург.